Я работаю, чтобы становиться лучшей версией себя, чтобы быть сильнее. За год я взял 5 Вообще-то даже 6. медалей MVP и стал первым в мировом рейтинге. Ну а что сегодня? А сегодня я стану лучше, чем был вчера. Мы очень хорошо потренировались перед Кёльном, провели первый турнир вместе. То есть нам надо было сыграться хотя бы чуть-чуть перед мажором. И вот Кирилл получил первый игровой опыт с командой. И я думаю, что мы хорошо сыграли этот турнир. Кирилл очень веселый, очень любит много предлагать во время игры. Иногда может оверпикнуть, но это его такая главная ошибка, когда он не видит преимущества. Это очень редко происходит, надеюсь, это уже будет происходить меньше. А как человек он очень веселый, позитивный в жизни и очень добрый. Мы заменили Ваню, потому что у нас мало что получалось, и было заметно, как у Вани тоже игра не шла. Андрей Городенский смотрел много демок, и после нам дал 3 игроков. Мы подумали и приняли решение. После Кёльна я со своей девушкой поехал в Италию, в Сардинию. И там уже провели отдых на море, в горах, на природе. Я думаю, проиграли все команды, которые до этого были на каких-то чемпах, и их уже нету. Я думаю, это, за защиту стало намного тяжелее людям, которые уже использовали АУК. Но все также используют СГ и используют свое преимущество за атаку. На вас это как-то повлияло? АУК? Нет, мы не играли с АУКом, и нам наоборот лучше, когда АУК понерфен, и нам легче играть с кольтами. Меня все устраивает. По душе была больше экономика с постоянными ресетами или нынешняя версия? И почему? Мне нравится нынешняя версия, потому что более интереснее для зрителей. Каждый раунд это как бай-раунд, то есть каждый раунд ключевой для команды. Еще в каких-то случаях можно сделать ресет, если ты проиграешь 2 подряд и после их поломаешь, но это уже намного сложнее. Если раньше можно было специально проиграть раунд, вернее, специально укрепить какую-то другую точку и отдать следующую. Если они зайдут на ту точку, то ты просто попытаешься выбить как можно больше оружия, и со следующего раунда, если ты выиграешь его, то у соперников будет ресет. То есть ты мог это спланировать. То сейчас, если ты попытаешься отдать так 2 раза подряд, а потом вдруг проиграешь, то ты можешь проиграть половину. Мы проведем 10 дней подготовки в онлайне, а потом улетим в Берлин на 2 недели буткемп. Я думаю, что Астралис и Ликвиды также главные фавориты на победу, и это будут, наверное, самые сильные команды на этом турнире. Я не знаю, с чем это связано. Liquid никогда не были сильной тактической командой. Они нас все время в итоге переигрывали по индивидуалке. И вот в последних играх там вообще были столько анлаки игр. Когда с ножом, когда потом в полуфинале они на Дасте 2 взяли тот раунд со скаутом и с диглами. То есть у них очень хороший тимплей между игроками. И я думаю, что если Ликвиды сыграли и выиграли 6 турниров подряд, то мы поучаствовали всего лишь на 1 из 6 с новым составом. То есть нам, мне кажется, тоже надо время, надо больше опыта на турнирах вместе. Я впечатлен больше эрой Астралис, потому что они играли так, как не играл никто, именно тактически.
С ними очень было сложно даже разыграть 1-2 или 1-3, они всегда тимплейны вместе выходили. Если мы будем сравнивать Астралис и Liquid, то Liquid вообще не так шпилят. Liquid больше на индивидуалку, но это и может более интереснее для зрителей, когда все так быстро происходит и Liquid всегда побеждают. Я надеюсь, вот совсем скоро она уже будет. Хотя бы в течение года. Я уже не помню, когда мы как играли. Но я помню, что у него была проблема, когда у него не получалось, он тильтовал. Но его тильт заключался в том, что он просто меньше давал информации. И вот когда уже в 2016-м к ним пришел психолог, вот это все пофиксилось, и я думаю, это его главное преимущество. Да, у него ничего такого особенного, просто он хорошо играет индивидуально. Он также понимает, предиктит оппонентов на карте, понимает, как они перемещаются, по какому таймингу выйдет и попадает в свои выстрелы. Поэтому, надеюсь, он также будет играть. А то были такие пары. До апдейта она мне вообще не нравилась, мы ее не играли и думали уже все, не тренировать ее. Но после я вот сам поиграл пару FPL-ов, потом пострели с командой, она стала намного проще. Это карта, которую надо натренировать, чтобы ее хотя бы никто против тебя не пикнул. Что другие команды не будут знать, как ты играешь, и они не будут рисковать в какой-то важной игре выбрать это своим пиком. Тем самым ты можешь выбирать самую сильную карту соперников, как у астралисов Нюк или вот у Ликвидов. С Ликвидами лучше вертику выбирать. АМД связались с Нави и вступили, наверное, в переговоры с Золотаревым. После он кинул мне предложение, я посмотрел, обсудил его со своими близкими, подумал, стоит ли это делать. Потому что каждое спонсорство занимает время. Тебе надо на это всегда тратить свое драгоценное время. Я чувствую себя на позиции амбассадора очень хорошо. В мои обязанности входят видеосъемки, фотосъемки, стримы, какие-либо конкурсы в моих социальных сетях для фанатов. В июле AMD запустили новое поколение игровых процессоров Ryzen 3000 серии, и эти процессоры сейчас считаются лучшими процессорами на игровые ПК. Обычная. Мираж. Пусть будет Астралис. Брюнетки. Пусть будет Властелин колец. Lord of the Ring. Counter-Strike. Потому что она более динамичнее и более интереснее. Не, пусть будет XO Tour Lil Uzi. AMD Ryzen 3000 серия.